На ковре А весовой категории до 65 килограммов чистую победу на душе одержал Иннокентий Антонов, Чурапчинский вуз. На ковер А приглашаются Ганя Карпехов, Усть-Алданский вуз, Батар Садынжаков, Республика Бурятия. На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Батар Садынжаков, Республика Бурятия. Чистая победа на душе. На ковре Б победу одержал Алексей Корякин, Мегино-Кангаласский улус. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 51 килограмма. Приглашаются Делгерма Залпаяр, Монголия, Шамиль Чаниев, Ингушетия. На ковер Б начинаются утешительные поединки весовой категории до 71 килограмма. Приглашаются Василий Уйгуров, город Якутск, Дожо Шарастепанов, Бурятия. На ковер А приглашается Шамиль Чаниев, Ингушетия. Ввиду неявки соперника победа присуждается Делгерма Залпаяр, Монголия. На ковер А приглашаются Рамиль Егоров, Мегино-Кангаласский улус, Ярослав Осипов, училище Олимпийского резерва. На ковер А приглашаются Рамиль Егоров, Мегино-Кангаласский улус, Ярослав Осипов, училище Олимпийского резерва.
На ковре Б весовой категории до 71 килограмма чистую техническую победу одержал Дожо Шаростепанов, Бурятия. На ковер Б приглашаются Слава Слепцов, Нанский улус, Андрей Румянцев, Усть-Алданский улус. На ковер Б приглашается Андрей Румянцев, Усть-Алданский улус. На ковер Б приглашается Слава Слепцов, Нанский улус. На ковре Б победу одержал Слава Слепцов, Нанский улус. На ковер Б. На ковре Б начинаются утешительные поединки весовой категории до 60 килограммов. Приглашается Арсен Цивиков, Забайкальский край, Сергей Некрасов, город Якутск. На ковре А весовой категории до 51 килограмма победу одержал Рамиль Егоров, Мегино-Кангаласский улус. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 55 килограммов. Приглашаются Айсен Кирилев, Султанский улус, Степан Степанов, Чурапчинский улус. Послушайте информацию. Утерян паспорт на имя Ахлопкова Степана Гавриловича. Нашедшая просьба вернуть на комментаторский стол. Утерян паспорт на имя Ахлопкова Степана Гавриловича. Утерян паспорт на имя Ахлопкова Степана Гавриловича, нашедших просьбу вернуть на комментаторский стол.
На ковре Б весовой категории до 60 килограмм победу на душе одержал Сергей Некрасов, город Якутск. На ковер Б приглашаются Степан Охлопков, Дима Кортин, Чорчинский Улус. На ковре А победу одержал Степан Степанов, Чурапчинский ВУЗ. На ковре А на утешительный поединок приглашаются Бацайхан Занданбат, Монголия, Денис Спиридонов, Верхневильский ВУЗ. На ковер Б нужны секунданты. На ковер А приглашается Бацайхан Занданбат, Монголия.
На ковре Б весовой категории до 60 килограммов чистую техническую победу одержал Степан Охлопков, Чурапчинский, Улус. На ковре А ввиду неявки соперника победу одержал Денис Спиридонов, Верхневилюйский УЗ. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Иннокентий Антонов, Чурапчинский УЗ, Джулус Гоголев, Усть-Алданский УЗ. На ковер приглашаются Иннокентий Антонов, Чурапча, Джулус Гоголев, Усть-Алданский УЗ. На ковре А приготовится Батару Садыджапову, Вадиму Винокурову. Время!
Стойка! Стойка! Вода! Душа! Экитвет! Вода! Асимида! Стойка! На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Иннокентий Антонов, Чарапчинский УС. На ковер А приглашаются Батар Савинжапов, Бурятия, Вадим Винокуров, Намский УС. После данного поединка объявляется перерыв до 14 часов. С 14 часов состоятся финальные поединки. На ковре А весовой категории до 65 килограммов чистую победу на душе одержал Батар Савинжапов, Бурятия. До 14 часов объявляется перерыв. С 2 часов дня состоятся финальные поединки.
Это один из самых уникальных регионов на планете. Республика Саха-Якутия простирается на площади более 3 миллионов квадратных километров. Сотни рек, тысячи озер, 2 бескрайних арктических моря. Здесь перепады температур между зимой и летом достигают 100 градусов, а под землей залегает многометровый слой вечной мерзлоты. Со станции Нерюнгри, но даже в таких экстремальных условиях люди научились приходит на правый берег строить дома, завод, станцию Нижний успешно развивается и самая молодая железнодорожная магистраль России. горы, Иркакит, Тамбов, а последние 100 километров она проходит по вечной мерзлоте. Сегодня значительный участок малой сестры БАМа от станции Нерюнгри-Грузовая до Нижнего Бестяха эксплуатирует акционерная компания «Железные дороги Якутии». Это одна из самых молодых и самых экстремальных железных дорог России. Магистраль начинается на юге Якутии со станции Нерюнгри-Грузовая и через 796 километров приходит на правый берег Великой Сибирской реки Лены, станцию Нижний Бестях. На всем протяжении стальную нить сопровождает сложный рельеф, высокие горы, болота, быстрые реки, а последние 100 километров она проходит по вечной мерзлоте, толщина которой достигает 100 метров. Но железнодорожники Якутии своими достижениями показывают всему миру, что даже в таких условиях можно работать успешно. Действительно, где еще пассажирские и грузовые поезда ходят, когда на улице температура ниже 50 градусов? Локомотивные бригады, отправляясь по станции, знают, что в ближайший час можно рассчитывать только на свои силы и надежность техники. Ведь длина перегонов нередко составляет 50 километров, и на всем пути ни одного населенного пункта. Сегодня на магистрали работают модернизированные тепловозы, оборудованные двигателями мирового бренда General Electric. Только на якутской железной дороге можно увидеть современные средства связи стандарта Тетра, а каждый отдаленный разъезд оборудован газовыми электростанциями, благодаря которым дежурные, находящиеся в тайге, чувствуют себя как дома. Есть свет, отопление и горячая вода. Не нужно выходить и вручную переводить стрелки. За это отвечают устройства микропроцессорной централизации стрелок и сигналов. Все управляется при помощи компьютера. Грузооборот растет ежемесячно. Каждый рекорд объема перевозок тут же обновляется следующим. Сегодня поезда ходят часто и выглядят внушительно. Более 60 вагонов мчатся со скоростью 60 км в час. Они везут значительную часть грузов, поступающих в Якутию. Повышение объема деятельности железных дорог Якутии влечет за собой появление новых рабочих мест, поэтому я считаю, что железная дорога, она должна у нас развиваться, и, конечно, экономически она очень важна для нашей республики. Если говорить про якутские железные дороги, то я думаю, что в ближайшее время это может стать одним из главных факторов, обеспечивающих материалами, продуктами Магаданской области. Сплоченный, энергичный коллектив железных дорог Якутии сегодня пользуется большим уважением, а само предприятие относится к числу лучших работодателей. Оплачиваются проезды в отпуск, санаторно-курортные путевки, поощряются занятия спортом и, самое главное, строятся дома, в которых даже молодым работникам предоставляется жилье. За состоянием здоровья персонала следят опытные врачи в ведомственном медцентре. Хорошеют города и поселки, где проходит магистраль. Асфальтируются улицы, ремонтируются социальные объекты, возводятся православные храмы. Безусловно, основополагающей в жизни любого человека является духовная жизнь. Бесспорно. Потому что дух определяет весь ритм и всю полноту жизни человека. И вот компания «Железные дороги Якутии», конечно, духовно-нравственному воспитанию, совершенствованию и благополучию жителей Якутии придают особое значение. Возможно, во многом благодаря вере и духовному единству коллективу удается даже то, во что никто не верил.
Сколько было скептиков, доказывающих, что Аям – это дорога в никуда. Сегодня, словно опровергая их мнение, растет загрузка в обратную сторону. С Максагалоха на юг везут цемент. С Кангаласов отправлена пробная партия каменного угля. Налажен экспорт сжиженного газа в адрес зарубежных партнеров. Железные дороги Якутии, безусловно, наш самый надежный партнер. Хотя бы с той точки зрения, что мы все-таки вместе находимся в холдинге «Российские железные дороги». Это единые стандарты качества, единые стандарты безопасности. Поэтому в той мере, в которой сегодня является надежным партнером для своих клиентов «Российские железные дороги», компания РЖД, в той же самой мере мы считаем, что и для наших клиентов железные дороги Якутии таким же являются очень качественным партнером. Никогда еще центральная Якутия не имела такой надежной транспортной связи со всей Россией. Особенно этому рады пассажиры. Теперь из Якутска беспересадочными вагонами можно уехать в крупные города Дальнего Востока. Уютные купе и плацкарты пользуются большим спросом у путешественников между городами республики. Молодая магистраль строилась больше 30 лет и пережила трудную историю. Но сегодня она стала опорой экономики самого крупного субъекта страны. Компания «Железные дороги Якутии» сегодня отмечает 25 лет. Символично, но длина каждого рельса составляет тоже 25 метров. Одинаковые стальные и временные отрезки, из которых складывается протяженная магистраль. И таких впереди будет еще много. Ведь железная дорога навсегда пришла в Якутию и непременно продолжит свой путь по северо-востоку страны.
до 32 килограммов. С красного угла Айсен Ксенофонтов с Хангаласского улуса. С синего от броском через мельницу на 3 балла. Вот сейчас в данный момент он прошел ноги и хотел бросить. И вышли около 150 борцов вольного стиля. Ваня Барашко показал очень красивую борьбу. Очень хороший прием на мельницу, броском на мельницу. Юлиан зарабатывает 3 балла и, раскручивая его на каждое движение через мост, он берет полноценное 8 баллов, одержав чисто техническую победу. Училище Олимпийского резерва Кеша Григорьев, он сам Виктор Афанасьевич Соловьев, он сейчас стоит, болеет. От броском через плечо. Сейчас прием об броском через бедро. Кеша Григорьев зарабатывает 3 балла, плюс удержание и чистая победа. Вот. И чемпионом весовой категории 50 килограммов становится Кеша Григорьев с училища Олимпийского. Боролись с особым азартом и стремлением победить. Победители и призеры получили достойные призы от акционерной компании «Железные дороги Якутии». Так, Вася Ярков из Хангаласского улуса, показавший яркую борьбу и ставший чемпионом в весе до 28 килограммов, получил цветной телевизор из рук заместителя генерального директора акционерной компании «Железные дороги Якутии» Дмитрия Дмитриевича Трофимова. Также с весовой категории 54 килограмма.
Ветеринар ротадан издус, ты вагон рвасына. Ротадан издус. Судьялар Суханов, Захаров, Дулус Ситцев Трохтурова. Да, красному. Ayqallar kılaydırada. 100 saka yönümüz, 4 saka deremiz, ödür bağlı hava seriften. Ürgüm. Добрый день, уважаемые Василий Владимирович, Дмитрий Дмитриевич, уважаемые участники, гости соревнований.
Железной дороги Якутии. Я хочу... Дороги Якутии с вашей... Максим Иннокентий Кочкин, Иннокентий Смят. Номер 3. На ковре в честь победы одержали бронзовый призовой Александр Пастухов. Два балла Барсу Симметрию. Очень хороший
Скоро показывает наши гости. Сергей Амуров. 2 балла красный гол. Буревич, город Неренберг. Серебряный тренер. Детский университет школа Сироптинского вуза. Весовой категории 58 килограммов. Evet, düştü yüksek. Чемпионом становится Игорь Зарникин, город Линда. Уважаемые хозяйки успехов, ученые в спорте и в жизни. Сильца Василий Дмитриевич, Миловицкий кандидат, Багатство Барбовна. Allah. Kilidiler doğrultusunda Arasya'da bulmakta. Köyde ise ayağında Zingapur, o kilit çakana hizmeti çalışmaları.
Уважаемые любители вольной борьбы, начинаются финальные поединки открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей Ю-17 в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пенигина на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии». Поединки пройдут по двум коврам А и Б. На ковре Б борьба за третье место. Итак, весовая категория до 45 килограммов. Борьба за третье место. На ковер А приглашаются Артем Яковлев, Сунтарский вуз, Уюсхан Халгаев, Чурапчинский вуз. На ковре Б начинается в весовой категории до 45 килограммов. Финал за третье место. Приглашаются Кирилл Максимов, Татинский улус, Денис Игнатьев, Сунтарский улус.
категории Б победу на душе одержал Денис Игнатьев, Султанский УЗ, и становится бронзовым призером весовой категории до 45 килограммов. Поединок за третье место весовой категории до 45 килограммов ведут в красном трико Артем Яковлев, представитель команды Султанского УЗа. Его соперник в синем трико, представитель команды Чарапчинского УЗа Уюсхан Халкаев. Борьба за третье место, весовая категория до 45 килограммов. На ковре А весовой категории до 45 килограммов победу одержал Артем Яковлев, Султанский УЗ, и становится бронзовым призером турнира весовой категории до 45 килограммов. На ковре А начинается финальный поединок. Борьба за первое место весовой категории до 45 килограммов. Приглашаются
Айсен Иванов, Чарапчинский УЗ, Николай Винокуров, Аймяконский УЗ. На ковре Б начинается борьба за третье место в весовой категории. Поединок за первое место в весовой категории до 45 килограммов ведут в красном трико представитель команды Чарапчинского УЗа Айсен Иванов. Его соперник в синем трико представитель команды Аймяконского УЗа Николай Винокуров. Здравствуйте.
На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Айсен Иванов, Чурапчинский ВУЗ, и становится победителем весовой категории до 45 килограммов. На ковре А начинается поединок за третье место весовой категории до 48 килограммов. Приглашаются Виталий Пудов, Чурапчинский ВУЗ, Семен Сивцев, Усть-Алданский ВУЗ. На ковре Б начинается борьба за третье место в весовой категории до 48 килограммов. Приглашаются Алексей Корякин, Мегино-Карловский ВУЗ, Юрий Винокуров, город Якутск. На ковре А поединок за третье место весовой категории до 48 килограммов ведут в красном трико представитель команды Чурапчинского ВУЗа Виталий Пудов. Его соперник в синем трико представитель команды Усть-Алданского ВУЗа Семен Сивцев.
На ковре А весовой категории до 48 килограммов победу одержал Виталий Пудов, Чурапчинский вуз, и становится бронзовым призером турнира весовой категории до 48 килограммов. На ковре Б победу одержал Юрий Винокуров, город Якутск, и становится бронзовым призером весовой категории до 48 килограммов. Итак, на центральном ковре поединок за первое место весовой категории до 48 килограммов. Приглашаются Михаил Осипов, Устилданский вуз, и Иосиф Никонов, Чурапчинский вуз. Борьба за первое место. Сейчас вкусным финалом.
На центральном ковре поединок за первое место весовой категории до 48 килограммов ведут в красном трико представитель команды Усть-Алданского улуса Михаил Осипов. Его соперник в синем трико представитель команды Чарапчинского улуса Иосиф Никонов. На центральном ковре весовой категории до 48 килограммов чистую победу на душе одержал Михаил Осипов, Усть-Алданский улус, и становится победителем турнира весовой категории до 48 килограммов. На ковре А начинается поединок за третье место весовой категории до 51 килограмма. Приглашаются Делгерма Залбаяр, Монголия, Виктор Иванов, Сунтарский улус. На ковре Б начинается борьба за третье место весовой категории до 51 килограмма. Приглашается Рамиль Егоров, Мегино-Кангласский улус, Анатолий Иванов, Чарапчинский улус.
На ковре А весовой категории до 51 килограмма поединок за третье место ведут в красном трико представитель команды Монголии Делгерма Залбаяр. Его соперник в синем трико представитель команды Сунтарского улуса Виктор Иванов. На ковре Б весовой категории до 51 килограмма ведут борьбу за третье место представитель Мегино-Кангеласского улуса Рамиль Егоров, его соперник в синем трико представитель Чурапчинского улуса Анатолий Иванов. На ковре Б весовой категории до 51 килограмма победу одерживает Рамиль Егоров, Мегино-Кангеласский улус, и становится бронзовым призером.
Gel bitiremeyin. Bitiremeyin. Контрприем был. Четыре красному, два синему. Он нормально, он нормально. О, чего тебе? Это было где-то. А? Плохо бы заработали барары. Плохо ведь было. İlk gibi yere batan bir de var. Köp balgı kadar man tuşu labdı. Evet. Bu an baktı. Mustafa. Mustafa. Kaçala, kaçala bakın. Sen yakal. Aktarma. Mustafa. Annem biz, annem biz. Annem biz. Annem biz. Yürü be. Sıt 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 sıt. Adamı durma. Bravo. На ковре А весовой категории до 51 килограмма победу одержал Виктор Иванов, Сунтарский Рус, и становится бронзовым призером турнира в данной весовой категории. На ковре А начинается поединок за первое место. Весовая категория до 51 килограмма. Приглашаются Уйгун Степанов, Чурапчинский Рус, Сокто Батоев, Забайкальский край. Борьба за первое место.
На центральном ковре за первое место поединок ведут в весовой категории до 51 килограмма Уйгут Степанов, Чарапчинский вуз, Сокто Батоев, Забайкальский край. На центральном ковре весовой категории до 51 килограмма победу одержал Уйгут Степанов, Чарапчинский вуз, и становится победителем турнира весовой категории до 51 килограмма. На ковре А начинается поединок за третье место весовой категории до 55 килограммов. Приглашаются Степан Степанов, Чурапчинский вуз, Герман Гурьев, Султарский вуз. На ковре Б начинается борьба за третье место весовой категории до 55 килограммов. Приглашаются Денис Спиридонов, Верхневилюйский вуз, Юрий Винокуров, Султарский вуз. На ковре А весовой категории до 55
килограммов. Чистую техническую победу одержал Герман Гурьев, Сунтарский УЗ, и становится бронзовым призером весовой категории до 55 килограммов. На ковре Б борьбу ведут за третье место Денис Спиридонов в красном трико, Верхневилюйский УЗ, Юрий Винокуров в синем трико, Сунтарский УЗ. Kenyatas! Kenyatas ataraftan tut. Hep git. Kenyatas da. Skotu. Hadi.
ковре Б победу одержал Денис Спиридонов, Верхневилюйский улус, и становится бронзовым призером весовой категории до 55 килограммов. На ковре А поединок за первое место, весовая категория до 55 килограммов. Приглашаются Элбекто Базаров, Забайкальский край, Данил Махначевский, Усть-Алтанский УЗ. Да нельзя. Во, конец, отхватил. Иди, конец, во. Сразу там рынку. Подожди, не говори, кроме этого. Иди сюда. Тон, не надо, ирма. А как и надо? На центральном ковре поединок за первое место весовой категории до 55 килограммов ведут в красном трико представитель команды Забайкальского края Элбекто Базаров. Его соперник в синем трико представитель команды Усть-Алтанского УЗа Данил Махначевский.
Работай! Да, Данил, поздравляю. На центральном ковре весовой категории до 55 килограммов победу одержал Эльберто Базаров, Забайкальский край, и становится победителем весовой категории до 55 килограммов. На ковре А начинается поединок за третье место весовой категории до 60 килограммов. Приглашаются Сергей Некрасов, город Якутск, Герберт Акопян, Беларусь. На ковре Б начинается борьба за третье место в весовой категории до 60 килограммов. Приглашаются Степан Охлопков, Дамир Явловский, Чурапчинский Улус. На ковер приглашается Работаем, давай. Прием делаем.
На ковре Б борьбу за третье место в весовой категории до 60 кг ведут в красном трико Степан Охлопков, в синем трико Дамир Явловский, оба представителя Чурапчинского улуса. На центральном ковре весовой категории до 60 килограммов поединок за третье место ведут в красном трико Сергей Некрасов, город Якутск, в синем Герберт Акопян, Республика Беларусь. Серега! На ковре Б победу одержал Дамир Явловский, Чурапчинский улус, и становится бронзовым призером весовой категории до 60 килограммов. На ковре А весовой категории до 60 килограммов победу одержал Герберт Акопян, Беларусь, и становится бронзовым призером турнира. На ковре Б весовой категории до 60 килограммов победу одержал Степан Охлопков, Чурапчинский улус. На центральном ковре поединок за первое место. Весовая категория до 60 килограммов. Приглашаются Эдуард Попов, Чурапчинский улус, Алексей Репин, Аймиргонский улус, параллельный зачет Чурапчан. Двойной зачет.
Поединок за первое место весовой категории до 60 килограммов ведут в красном трико представитель команды Чурапчинского улуса Эдуард Попов. Его соперник в синем трико представитель команды Аймяконского улуса, параллельный зачет Чурапчинский улус Алексей Репин. Kim bastı? Evet. Takılı. Uy! Buralar tekrar. Evet, önünden de ayakında. На центральном ковре весовой категории до 60 килограммов победу одержал Алексей Репин, Аймяконский улус, параллельный зачет Чурапчак. И занимает первое место в весовой категории до 60 килограммов. На ковре А начинается поединок за третье место в весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Иннокентий Антонов, Чурапчинский улус, Леонид Слепцов, Юрпинский район. На ковре Б начинается борьба за третье место в весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Батар Цыдын Жапов, Республика Бурятия, Гаврил Варламов, город Якутск.
На ковре А весовой категории до 65 килограммов поединок за третье место ведут в красном трико представитель команды Чурапчинского УСа Иннокентий Антонов. Его соперник в синем трико представитель команды Нюрбинского района Леонид Слепцов. На ковре Б борьбу за третье место в весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико Батар Циденжапов, Республика Бурятия, в синем трико Гаврил Варламов, город Якутск. На ковре А весовой категории до 65 килограммов с явным техническим преимуществом победу одержал Иннокентий Антонов, Чурапчинский УС, и становится бронзовым призером турнира весовой категории до 65 килограммов. На ковре Б победу одержал Батар Циденжапов, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером весовой категории до 65 килограммов. На центральный ковер приглашается Василий Григорьев, училище Олимпийского резерва. Весовая категория до 65 килограммов. По медицинским показаниям Георгий Максимов Чурапчинского УСа снят с соревнований. Победа присуждается Василию Григорьеву, училище Олимпийского резерва, и становится победителем весовой категории до 65 килограммов. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 71 килограмма. Приглашаются Даржо Шарастепанов, Бурятия, Давид Чириков, Сунтарский УС. На ковре Б начинается борьба в весовой категории до 71 килограмма. Приглашаются Слава Слепцов, Намский УЛУС, Александр Кузнецов, Юрпинский УЛУС.
На ковер приглашается Давид Чириков. На ковре Б ведут борьбу за третье место в весовой категории до 71 килограмма. В красном трико Слава Слепцов, представитель Намского улуса, и Александр Кузнецов в синем трико, представитель Юрминского улуса. Саша, давай! На ковре А весовой категории до 71 килограмма поединок за третье место ведут Даржоша Степанов, Республика Бурятия, Давид Чириков, Сунтарский улус. Давай, Саша, поднимай! О, молодец! 4-0. Саня! Давай!
На ковре Б победу одержал Александр Кузнецов, Юргинский УНУС, и становится бронзовым призером весовой категории до 71 килограмма. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Даржоша Степанов, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером весовой категории до 71 килограмма. На центральном ковре борьба за первое место, весовая категория до 71 килограмма. Приглашаются Арсен Халгаев, Чурапчинский УЗ, Едамжав Эрюн, Монголия. Арсен! Вот, Уставать!
Taşka diyorum suku da tozlayacağım ha. Yok bu hıl da çaldı. Yok bu hıl da şey. Tam bu vakit görüyorum. Hasan kitat ya. Kalkıp. Давай. Ya hani bir Allah kutla. Yürü. Gel. Yürü. На центральном ковре весовой категории до 71 килограмма поединок за первое место ведут представитель команды Чарапчинского улуса Арсен Халкаев в красном трико, его соперник в синем трико Едамжав Эрулт, Монголия, весовая категория до 71 килограмма. Тут! Это 4 все! На центральном ковре с явным техническим преимуществом победу одержал Арсен Халгаев, Чарапчинский улус, и становится победителем весовой категории до 71 килограмма. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 80 килограммов. Приглашаются Жамбал Цыдыбов, Забайкальский край, Адам Николаев, Усть-Алданский улус. На ковре Б начинается борьба за третье место весовой категории до 80 килограммов. Приглашаются Артем Афанасьев, город Якутск, Ярик Сивцев, Усть-Алданский улус. На ковре Б чистую техническую победу одержал Артем Афанасьев, город Якутск, и становится бронзовым призером весовой категории до 80 килограммов.
На ковре А ведут борьбу за третье место. В красном трико Жамбал Цыдыпов, представитель Забайкальского края. В синем трико Адам Николаев, представитель Усть-Алданского улуса. Весовая категория до 80 килограммов. На ковре А победу одержал Адам Николаев, Усть-Алданский улус, и становится бронзовым призером весовой категории до 80 килограммов. Итак, на центральном ковре начинается борьба за первое место. Весовая категория до 80 килограммов. Приглашаются Дарханбата Оргил, Монголия, Вадим Чеботар, Амурская область. Давай. Ноги. Берем золото. Вадим, спокойно работаем. Золото наше. Золото борем.
На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 92 килограммов. 5-й круг. Приглашается Анатолий Тимофеев, Намский Улус, Мансур Мурзабеков, Казахстан. Ковер Б. Молодец! Куда играть? О! Да, отбал! Бал! Отпишись! На ковре А поединок за первое место весовой категории до 80 килограммов ведут в красном трико представитель команды Монголии Аргил Дарханбатов. Его соперник в синем трико представитель команды Амурской области Вадим Чеботарь. Голову освободи! Переворачивайся! Сойка! Вот такие это Победители, призеры, просьба построиться для проведения церемонии награждения с правой стороны сцены. Победители, призеры, просьба построиться для проведения церемонии награждения с правой стороны сцены. Давай! Держись! Не смотри на табло! Не смотри! Да. Вадим, боремся! Борись! Голову поднимай! Вадим, голову не давай! Красавка! Давай! Четко! Hoppa! Еще два балла! Еще два балла! Давай, Все! Да! Все!
заход, все, завязывай руки. Bitti. Теперь убегай. Не убегай. На ковре А победу одержал Вадим Чеботарь, Амурская область, и становится победителем весовой категории до 80 килограммов. На ковре А поединок за первое место весовой категории до 110 килограммов приглашаются Монхердене Куравсурен, Монголия, Жабгалан Будажапов, Забайкальский край. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 110 килограммов. Борьба за первое место. Монхердене Куравсурен, Монголия, Жабгалан Будажапов, Забайкальский край. Молодец. Бет. Лена. Победители, призеры, просьба построиться для проведения церемонии награждения. После данных поединков состоится церемония награждения. Просьба построиться с правой стороны сцены. На ковре Б чистую техническую победу одержал Анатолий Тимофеев, Нанский УНУС. На ковер Б приглашается Руслан Юршин, Байкальск, Евгений Аронов, училище Олимпийского резерва. На ковре А весовой категории до 110 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Монголии Монхердене Куравсурен,
Его соперник в синем трико представитель команды Забайкальского края Жаргалан Будажапов. Борьба за первое место. На ковре Б ведут борьбу за первое место в весовой категории до 92 килограммов представитель Байкальска Руслан Юршин в красном трико, представитель училища Олимпийского резерва Евгений Аронов в синем трико. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Жаргалан Будажапов, Забайкальский край, и становится победителем весовой категории до 110 килограммов. Победители, призеры, просьба построиться для проведения церемонии награждения с правой стороны сцены. Просьба построиться.
категории Б с явным техническим преимуществом победу одержал Евгений Аронов, училище Олимпийского резерва. И тем самым занимает первое место в весовой категории до 92 килограммов. Молодец.
Добрый вечер, уважаемые участники, судьи и гости. Начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей Ю-17 в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пинигина на призы акционерного общества акционерная компания «Железные дороги Якутии». Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заместитель директора Чурапчинской республиканской спортивной школы-интернат имени Дмитрия Петровича Коркина Станислав Афанасьевич Захаров. Церемония награждения победителя и призера весовой категории до 45 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждаются Артем Яковлев, Сунтарский вуз, Денис Игнатьев, Сунтарский вуз. За второе место с серебряной медалью награждается Николай Винокуров, Аймяконский улус. За первое место с золотой медалью награждается Айсен Иванов, Чурапчинский улус. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пинигина. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 45 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 48 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, сурдолимпийский чемпион 2017 года Василий Янович Стрекаловский. За третье место бронзовой медалью награждаются Виталий Пулов, Чурапчинский улус, Юрий Винокуров, город Якутск. За второе место с серебряной медалью награждается Иосиф Никонов, Чурапчинский улус. За первое место с золотой медалью награждается Михаил Осипов, Усть-Алданский улус. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пинигина. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 48 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 51 килограмма. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заместитель генерального директора по стратегическому развитию, руководитель представительства в городе Якутске, акционерного общества акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Александрович Местников.
За третье место бронзовой медалью награждаются Виктор Иванов, Сунтарский УС, Рамиль Егоров, Мегино-Кандаласский УС. За второе место с серебряной медалью награждается Сакто Батоев, Забайкальский край. За первое место с золотой медалью награждается Уйгун Степанов, Чурапчинский УС. Победителю специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пенигина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 51 килограмма. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 55 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор Республиканского центра подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. За третье место бронзовой медалью награждается Герман Гурьев, Сунтарский УС, Денис Спиридонов, Верхневилюйский УС. За второе место с серебряной медалью награждается Данил Махначевский, Усть-Алданский УС. За первое место с золотой медалью награждается Эльбекто Базаров, Забайкальский край. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пенигина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 55 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 60 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается первый заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва Республики Саха-Якутия Александр Александрович Платонов. За третье место бронзовой медалью награждаются Герберт Акопян, Беларусь, Степан Оглобков, Чурапчинский УС. За второе место с серебряной медалью награждается Эдуард Попов, Чурапчинский УС. За первое место с золотой медалью награждается Алексей Репин, Аймяконский УС, параллельный зачет Чурапчак. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пенигина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 60 килограммов.
Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 65 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер по вольной борьбе среди юношей Ю-15, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Кузьма Афанасьевич Сивцев. За третье место бронзовой медалью награждаются Иннокентий Антонов, Чарапчинский УНУС, Батар Саденжапов, Республика Бурятия. За второе место серебряной медалью награждается Георгий Максимов, Чарапчинский УНУС. За первое место золотой медалью награждается Василий Григорьев, училище Олимпийского резерва имени Дмитриева. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пенигина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 65 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 71 килограмма. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заместитель генерального директора по стратегическому развитию, руководитель представительства в городе Якутске, акционерного общества акционерная компания «Железные дороги Якутии» Алексей Александрович Местников. За третье место бронзовой медалью награждаются Наржоша Степанов, Республика Бурятия, Александр Кузнецов, Юрпинский район. За второе место серебряной медалью награждается Едамжан Өрюл, Монголия. За первое место золотой медалью награждается Арсен Халкаев, Чарапчинский УНУС. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пенигина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 71 килограмма. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 80 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор Республиканского центра подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. За третье место бронзовой медалью награждаются Адам Николаев, Усть-Алданский УНУС, Артем Афанасьев, город Якутск.
За второе место серебряной медалью награждается Дарханбатар Аргил, Монголия. За первое место золотой медалью награждается Вадим Чеботарь, Амурская область. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пеникина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 80 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается первый заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва Республики Саха-Якутия Александр Александрович Платонов. За третье место бронзовой медалью награждаются Анатолий Тимофеев, Намский улус, Мансур Мурзавеков, Казахстан. За второе место серебряной медалью награждается Руслан Юршин, Байкальск. За первое место золотой медалью награждается Евгений Аронов, училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Победителю присуждается специальный приз от олимпийского чемпиона Павла Павловича Пеникина. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 110 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер по вольной борьбе среди юношей Ю-15, мастер спорта международного класса Кузьма Афанасьевич Сивцев. За третье место бронзовой медалью награждаются Нюргун Магнанов, город Якутск, Харысхан Лукин, Хангаласский улус. За второе место серебряной медалью награждается Мунхентене Пуревсуре, Монголия. За первое место золотой медалью награждается Жаргалан Булажапов, Забайкальский край. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 110 килограммов. По итогам открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей учреждены специальные призы, номинации.
Для вручения номинации на сцену приглашается заместитель генерального директора по стратегическому развитию, руководитель представительства в городе Якутске, акционерного общества «Акционерная компания железной дороги Якутии» Алексей Александрович Лесников и старший тренер по вольной борьбе среди юношей Ю-15, мастер спорта международного класса Кузьма Афанасьевич Сивцев. В номинации «Красивый бросок» победителем становится Едамшах Иру, Монголия, весовая категория до 71 килограмма. Едамшах Иру, Монголия. Номинация «Красивый бросок». Еще раз поздравляем обладателя номинации «Красивый бросок». Номинация «За красивую содержательную схватку» присуждается Данилу Махначевскому, Усть-Алданский УЗ, весовая категория до 55 килограммов. Данил Махначевский, Усть-Алданский УЗ, весовая категория до 55 килограммов. За красивую содержательную схватку. Поздравляем обладателя номинации Данил Махначевский, Усть-Алданский УЗ. Номинация «За красивую содержательную схватку» присуждается Эльбекто Базарову, Забайкальский край. Весовая категория до 55 килограммов. Эльбекто Базаров, Забайкальский край. Номинация «За красивую содержательную схватку». Эльбекто Базаров, обладатель номинации «За красивую содержательную схватку». Номинация «За волю к победе» присуждается Вадиму Чеботарь, Амурская область, весовая категория 80 килограммов. Вадим Чеботарь, обладатель номинации «За волю к победе». Еще раз поздравляю обладателя номинации «За волю к победе». Номинация «Лучший борец» присуждается Алексею Легину, Аймеркон Чоравчан. Весовая категория до 60 килограммов. Обладатель номинации «Лучший борец» Алексей Лепин, Аймеркон Чоравчан.
Лучший судья присуждается Михаилу Михайловичу Неустроеву, Амгинский ЛУЗ. Номинация «Лучший судья» присуждается Михаилу Михайловичу Неустроеву, Амгинский ЛУЗ. Номинация «Лучший тренер» присуждается Виталию Валерьевичу Корякину. Лучший тренер Виталий Корякин. А также специальный приз присуждается главному секретарю соревнований Михаилу Евловскому. А также специальный приз присуждается главному судье соревнований Александру Васильевичу Кузьмину. Еще раз поздравляем всех победителей, тренеров, судей. И на этом торжественная церемония по итогам открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей Ю-15, Ю-17 в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пилигина на призы акционерного общества «Акционерная компания железной дороги Якутии» завершается. До новых встреч!